Друзья, а вы сталкивались когда-нибудь с ситуацией, когда направляетесь в какое-либо интересное место, ненадолго или проездом? И хочется, конечно же, взять с собой по максимуму какую-то фототехнику, но не всегда разумно тащить с собой весь набор аксессуаров. Особенно это касается штатива. Хороший, устойчивый штатив тяжелый, громоздкий и не в каждый рюкзак поместится. И я не знаю, как вы, но я в таких случаях, когда поездка не длительная, как правило, всегда оставляю его дома. Ну и часто бывает, когда приезжаешь на какое-либо место и тут раз и спохватился. Штатива-то как раз и нет. И вот я решил подыскать штатив, который и выдержит мою камеру, и будет достаточно компактным, чтобы его можно было легко и удобно засунуть в любую сумку, рюкзак или хотя бы даже в карман. Штатив, который можно засунуть в карман джинсов, я, конечно, не надеялся найти, но такой достаточно компактный, который можно запихнуть в карман куртки, почему бы и нет. И вот мой выбор остановился на компактном штативе Bexin. Это очередное чудо китайского фотопроизводства, но тем не менее он недостаточно плохой за свои деньги. И вот я буквально сегодня забрал его из постамата. Ну и давайте посмотрим, что это за мини-штатив. А для начала давайте распакуем его и познакомимся с ним немного поближе. Кстати, эта посылка ехала ко мне всего 4 дня, и я смею предположить, что она ожидала своего покупателя, ну, то бишь меня, в одном из складов на территории Российской Федерации. В принципе, коробочка достаточно симпатичная, и если бы она не была слегка помятая, то такую вещь даже можно подарить. А сейчас посмотрим, что еще лежит здесь в коробочке. А в коробочке лежит вот такой вот гарантийный талон и макулатурка. А еще небольшой крепеж для телефона. Ну, вы знаете, кстати, я таких крепежей уже кучу сломал. Такая вещь достаточно хлипкая и одноразовая. Поэтому я вам советую пользоваться, если вы снимаете на телефон, вот таким вот металлическим штативом. Ну, друзья, чисто тактильно, что я могу сказать? Все сделано достаточно добротно, качественно. Материал ножек — это, конечно, алюминий. Раскладывается он, конечно, не очень сильно, но, тем не менее, имеет место быть такому штативу в коллекции и именно для каких-то небольших поездок или походов по городу. Вы только посмотрите на его компактные размеры. Ну, что я еще могу сказать? Чисто о сборке. Пластик качественный. Выглядит все достаточно так, фундаментально, неплохо. И вот такая вот даже голова с намеком на такое что-то а-ля профессиональное. Снизу, кстати, расположена присоска. Это если вы используете этот штатив на какой-то гладкой поверхности, и при этом у вас тяжелая камера с большим объективом, то присоска в этом случае будет играть роль дополнительной опоры. Ну что ж, довольно-таки неплохо, мне эта малютка откровенно нравится. Давайте ознакомимся с техническими характеристиками. Итак, материал алюминий и пластик. Вес 450 грамм вместе с чехлом. Длина в сложном состоянии 20 сантиметров. Минимальная рабочая высота 18 сантиметров. Максимально рабочая высота 27 сантиметров, что в принципе для такого штатива очень даже немало. В комплекте, как я уже сказал, идет крепление для телефона. Головка штатива несъемная, башмака нет, и, соответственно, крепление камеры происходит не через башмак, а непосредственно на головку штатива через нижний винт. Хотелось бы затронуть, конечно, область применения такого небольшого штатива. Понятно, что он подойдет не для всех целей. В первую очередь, это, конечно же, городская фотография, архитектура с нижних ракурсов.
Конечно же, макросъемка, пейзажи, ну, далеко не все. Те, кто снимают пейзажи, меня понимают, что этот штатив подойдет не для всех сюжетов и планов. Кстати, удачное решение для блогинга. Можно брать с собой в поездку, ставить камеру на стол и снимать фото, видео, селфи или какие-то видеоблоги, а присоска поможет удерживать более тяжелое оборудование. Стоит эта малютка, пожалуй, в долларах скажу, чтобы всем было понятно, $15, что деньги совершенно небольшие и вполне разумные за такое приобретение. 1200-1300 это в российских рублях и доставка бесплатная, как я уже сказал, 4 дня. Ну и так как это не реклама, ссылку я оставлять не буду, потому что такие ссылки, как правило, все равно долго не живут. А там, где я покупал на AliExpress, такой штатив можно купить у различных продавцов, подобрав наиболее выгодную цену, условия и рейтинг магазина. В общем-то, друзья, на этом все. Мини-обзор мини-штатива закончен. А с вами, как всегда, был Серджио, друзья. Желаю вам творческих высот, всем добра и мира. И до новой встречи в следующем видео. Всем пока-пока. А, да, если ты впервые на моем канале, не забудь перейти на мой сайт и забрать в подарок набор пресетов Desire для Lightroom и камера RAW.